Почему не стоит переезжать в Эквадор? 15 минусов Эквадора. Когда вы смотрите видео про Эквадор и мечтаете переехать сюда, у вас создаются приятные и позитивные впечатления об этом месте. Но самое интересное начинается, когда приезжаешь в страну мечты, спустя некоторое время сталкиваешься с реальностью. Но уже потратил много сил, денег на переезд и даже начал учить испанский язык. Я прожила более 5 лет в Эквадоре, и у меня прошли первые восторженные эмоции. Теперь я могу поделиться с вами минусами жизни в Эквадоре. И расскажу, о чем жалеют люди, которые переехали в это место уже на 2-й год жизни тут. Я не просто переехала сама в Эквадор, но и основала проект «Едем в Эквадор» и помогаю с переездом и легализацией в Эквадоре уже несколько лет. Ссылку на наш сайт оставлю внизу. Так что имею много обратной связи от наших соотечественников. Итак, начинаем. Первое. Английский язык развит мало. На английском языке говорят немногие. Иногда в банках или административных центрах, но далеко не всегда. Если вы примете решение о переезде, то испанский язык обязателен к изучению. Для того, чтобы обосноваться в новой стране, понять и полюбить ее культуру, конечно, нужно знать язык этой страны. По моему мнению, без языка вы будете всегда чужим в стране, а дружить и общаться сможете только с такими же, как вы, русскоговорящими релокантами. Что и происходит чаще. А выучить язык, на это надо много времени, речь идет о годах. Но только если вы не поставили себе за цель выучить язык как можно скорее. Такое на практике я встречала нечасто. Второе. Криминогенная обстановка. В целом, все страны Южной Америки не считаются очень безопасными. Собралась вот лететь в Сантьяго, Чили, и мне тоже рассказали наши живущие там, что в центре города надо телефон держать при себе и особо не светить. А в Бразилии прямо на пляже средь бела дня с пистолетом ограбили другого нашего соотечественника. Денис даже писал об этом. Вы можете увидеть его пост в нашем телеграм-канале. Ола там. Ссылку оставлю внизу тоже. В Эквадоре, и в частности в Куэнке, где я живу, я спокойно хожу и снимаю в любом районе, даже в центре. Но есть регионы Эквадора, где так делать не стоит. Это в частности портовый город Гуаякиль и прибрежный район Эсмеральдас. Там действительно не стоит доставать телефон или носить на себе золотые изделия. Знаю случаи в Гуаякиле, когда серьги были просто вырваны вместе с ушами. Мы часто ездим на побережье к океану, и дорога всегда идет через Гуаякиль. И, конечно, то, что надо всегда быть начеку, изрядно напрягает. Третье. Раздолбайство или местная необязательность и абсолютно другой менталитет людей. Важно понимать, что вы приезжаете в совершенно другую страну, где люди думают и живут по-другому. Меня саму очень напрягает местная необязательность. Заказала перетянуть мебель. Обещали через 2 недели. Через месяц говорят: извините, перебой с электричеством. Еще 2 недели нужно ждать. Через 2 недели говорят: через неделю будет готово. А через неделю обещают завтра. И так может тянуться несколько месяцев. Эквадорцы не говорят слова «нет». Даже если они не хотят что-то делать, они скорее пообещают, а потом не сделают. Так что тут надо быть внимательными и, что называется, читать между строк. Ну и, соответственно, нас, которые говорят «нет», часто называют «браво-руссо», что значит «злой русский». Русская категоричность, неулыбчивость, прямолинейность часто принимаются за грубость, увы. В бизнесе вы договорились о чем-то, человек сказал вам «да», не верьте. «Да» — это только если он подписал соглашение или контракт. Для нас это очень странно и многих невероятно бесит, раздражает. Рекомендую просто принять это. Говорю это и себе тоже. Четвертое. Отсутствие стандартов и системы во многих сферах. Вы не поверите, но здесь в каждом отделении банка свои нормы. Вернее, даже будет сказать, что они свои у каждого сотрудника. И это даже не шутка. На самом деле, лично для меня это один из наиболее раздражающих меня факторов. И увидите это во многих областях. В школе нет общей системы образования. Учебники везде разные, как и подходы и требования. Поэтому разные уровни школ. Расписание и время каникул может измениться за неделю до срока, и все ваши планы полетят в тартарары. В разных отделениях министерства разные требования. Вы можете столкнуться с этим при подаче документов на легализацию. В одном городе одни требования при подаче документов на ВНЖ, в другом городе другие. Да, хорошо, хоть есть общие требования и список документов на подачу, но есть чудесная приписка в виде фразы и любой другой документ на усмотрение сотрудника, принимающего документы. На практике это проявляется тем, что у мужа, например, могут попросить гарантийный документ, подписанный у нотариуса, что он обязуется содержать жену. Да, этот документ можно сделать, но это время и деньги. И самое смешное, что вы запишетесь заново на подачу,
попадете к другому сотруднику, принимающему документы, и тот уже не спросит про этот гарантийный документ. Вот так. И таких примеров в каждой сфере можно привести очень много. Пятое. Низкое качество сферы услуг. Думаю, также связано как с другим менталитетом, так и с общей расслабленностью народа. Я бы сказала, это такая местная непритязательность и нетребовательность. Тут не принято, как бы так сказать по-нашему, качать права. Если вам что-то не понравилось или вы недовольны оказанной услугой, в большинстве случаев, даже если что-то не устраивает, местный человек скажет: «Все хорошо, спасибо». Например, при аренде жилья на отдых тут я почти никогда не смотрю на отзывы местных. Доверять можно только нашим или европейцам. Они еще могут написать, если им что-то не понравилось. Эквадорцам же в 100% случаев все понравилось. Ну а ты потом приезжаешь, а там в доме плесень по углам и пахнет кошачьей мочой. Поэтому будьте готовы к сюрпризам. В сфере красоты к тому, что найти хорошего местного мастера маникюра задача непростая. А в кафе круассан, кофе вам могут принести, когда кофе уже остыл. Это даже если вы попросили заранее принести все одновременно. При этом кофейня может быть одной из лучших в городе. И так практически везде. Шестое. Низкий уровень образования населения. Низкий уровень образования, я бы даже сказала, помноженный на такое халатное отношение к своей работе. В министерстве сотрудник может дать вам неверную информацию, что меня в первый раз привело просто в шок. Иногда даже приходится говорить: вот смотрите, в законе написано так. А вам отвечают: ну да, хорошо. Сотрудник банка может не знать всех нюансов перевода денег по SWIFT-переводу и требовать данные, которые человек дать ему не может, а продавец в магазине неправильно посчитать сдачу. Да, государство обратило внимание на эту проблему уже как минимум лет 10 как. При президенте Корреа было открыто много больших и хороших государственных школ. И учителя в государственных школах получают, кстати, даже больше денег, чем в частных. Но, видимо, надо больше времени. С этим связан и следующий 7-й пункт. 7. Качественное среднее образование платное. Когда я везла сюда детей, то думала, что они будут учиться в государственной школе, как и у нас. Благо, школа у нас совсем рядом. Но я ошиблась. Вся моя местная семья в один голос уверяли, что в государственной школе учиться нельзя. Мне на самом деле сложно сказать, но тот факт, что в классах может быть до 60 учеников, убедил меня, что, не зная языка, детям будет очень сложно учиться в такой школе. В частных школах в классе 20-25 человек максимум. Если есть такая возможность, то большинство предпочитают отдавать своих детей в частные школы. Стоимость частной школы в Куэнке $150-500 в месяц. 8. Низкая цифровизация Эквадора. Да-да, интернет хороший, сейчас оптоволокно почти везде. С качественным интернетом вопросов не будет, но сайты, особенно государственные, висят часто, и работает сайт Министерства образования. Вы не можете загрузить на подтверждение ваш диплом. И такие ситуации случаются часто. Да и сайты сами кривые, косые и ужасно неудобные. И поскольку мы работаем в сфере легализации, то эта ситуация нас очень печалит и отнимает массу дополнительного времени. Также хочу сказать, что основная площадка для продаж в Эквадоре – это Facebook. Продажи через онлайн-магазины развиты слабо. Да, есть приложения служб доставки из магазинов, и большие бренды имеют свои интернет-магазины. Но то, что тут покупать через сайты диво-дивное, для меня ужасно непривычно и очень раздражает. 9. Найти работу по найму непросто. Эквадор – это не США, где можно легко найти работу и неплохо себя чувствовать, если у вас руки растут из нужного места. Здесь знаю ребят, кто устроился в доставку еды и получает $35 в день. Знаю профессора, которая устроилась работать в университет с заработной платой $2000 в месяц. Но все же это только речь про сферу образования или про неквалифицированную работу, где вы будете получать достаточно только чтобы выжить. Делала, кстати, отдельное видео по работе в Эквадоре. Ссылку, может быть, прикреплю или оставлю внизу. Найти работу в крупной или не очень компании совсем непросто. Устроиться учителем в школу или преподавателем в университет можно, но, конечно, нужен испанский язык, хотя бы начальный уровень. Чаще ребята, кто приезжают, имеют удаленную работу, и это идеальный вариант. Другие открывают свой бизнес. Это может быть и сфера услуг, маникюр или наращивание ресниц, например, или производство чего-то. 10. Дефицит некоторых товаров. Если у вас большой размер ноги, то прям сочувствую вам. Здесь найти большие размеры крайне сложно. Это или международные сети обувных магазинов, Crocs, например, или заказ в Эквадор из США. Да, сейчас активно стали пользоваться доставкой из Китая.
у нас есть такое приложение, тему «Привезут примерно через месяц». С Амазона можно заказать товар с бесплатной доставкой от $99 США и через 2 недели получить товар. Но все же это не купить здесь и сейчас. И, конечно, такого изобилия товаров, как в Москве или Минске, тут нет. Конечно, есть продукты питания, которые достать или сложно, или почти невозможно. Это и творог, заменили рикоттой, и соленые огурцы. А гречку можно купить только за $8 килограмм. Квашеную капусту только если делать самостоятельно или заказывать у русских ребят. 11. Удаленность от Европы и России. Разные часовые пояса. Если вы работаете удаленно или учитесь по европейскому времени, то будет сложно. 8 часов утра в Москве соответствует 12 ночи в Эквадоре. Вам придется работать местными ночами. Это сложно. Добраться в Европу или РФ – это и долго, и дорого сейчас. Например, перелет из Эквадора в Европу – это примерно 13 часов. А стоимость билета из Эквадора в Москву обойдется вам в $1500-2000 в одну сторону. 12. Высокий ультрафиолетовый фон. Когда я только приехала в Эквадор, то постоянное солнце приводило меня в восторг. Я не понимала мужа, который любит пасмурную погоду. Но потом я сама увидела, как просто на глазах портится кожа от постоянного солнца. Так как Эквадор находится на экваторе, то солнце очень сильное. Необходимо постоянно пользоваться средствами с UV-защитой. И забудьте о том, чтобы выходить из дома без головного убора. Здесь, кстати, уровень защиты 50 – это средний такой уровень в кремах. Много кремов с уровнем защиты 100. 13. Архитектура. Инфраструктура городов и поселков. Этот пункт тесно связан с тем, о чем мы уже говорили. Отсутствие системы и структуры в разных сферах. Тут речь про инфраструктуру городов. Точно сказать не могу, но создается полное ощущение, что какого-то плана застройки города нет и никогда не существовало. Микрорайон жилой застройки, где будет в плане школа, детский садик и магазины, забудьте. Земельные участки продаются разделенные на участки, а дорога к ним не предусмотрена. И в случае, если вы купили участок, не примыкающий к дороге, вам нужно будет договариваться с соседями и платить дополнительно за разрешение ездить по земле соседа. А вот сосед уже может запросить у вас любую сумму. Меня удивляет, что фасадная отделка в новостройках делается только с лицевой стороны, в то время как задняя стенка или боковая, выходящая к соседям, остается в черновом виде. В результате дом выглядит красиво только с улицы, а с других ракурсов совершенно непрезентабельно. Но это относится, конечно, больше к частным домам, к частным домовладельцам. Компании уже строят дома как надо. И отдельно хочу сказать, что местные жители тоже строят кто во что гораздо. В мелких городках и на побережье много недостроя, да и сами дома выглядят не очень привлекательно. 14. Низкое качество сотовой связи. Да, интернет почти везде хороший, но вот сотовая связь оставляет желать лучшего. Звониться по телефону мы сможем через раз. Еще вам бесконечно будет звонить конкурирующая сотовая компания и предлагать перейти к ним. И цена связи. Безлимитного мобильного интернета нет. А цена пакета сотовой связи стартует от $18 в месяц. 15. Перебои с электричеством. Этот пункт включила, так как он был особенно актуален еще совсем недавно, конец 2024 года. У нас в Эквадоре была 2 месяца засуха, которой не было 60 лет. Дело в том, что основной источник электричества в Эквадоре – это гидроэлектростанции. Соответственно, нет воды, нет электричества. 2 месяца была прям беда. Отключали электричество на срок до 8 часов в день, что доставляло большие неудобства. Сейчас, правда, уже идут дожди, и в целом ситуация изменилась. Свет есть всегда. Но такая зависимость от природы меня уже пугает. Ну что, друзья, в заключение хочу сказать, что да, многие наши ребята уезжают назад, ведь найти себя в новой стране часто задача не из легких. Я сама очень люблю Эквадор, но понимаю ребят, кто уезжает или переезжает в другую страну. Желание найти место, которое будет идеальным для тебя, это нормально. Надеюсь, эти минусы помогут принять вам верное решение. И если вы хотите пообщаться с такими же ребятами, кто уже переехал или планирует переехать в Эквадор, залетайте в наш чат «Едем в Эквадор».